Блин, за столько стыдно всего. Братву прибил сразу всю. Все такое мягенькое, тоненькое, какое-то такое розовенькое. Удар по самолюбию. Не хотел бы я такое пропустить. Начинается же вот это, как бы. Нет, ну это же правда. От души в душу. В носок. Пока ни во что. Не платят, нечего складывать. Ну, они звенят пока, знаешь, сбережения. Бизнеса у меня нету. Мой бизнес — это бокс на сегодняшний день очень хрупкий, шаткий. Пока я вкладываю свои деньги в машину, в электроэнергию, в продукты, в питание, в коммуналку. Вот, собственно, те отрасли, в которые я сейчас решил вложиться. Блин, за столько стыдно всего. Это вообще опасный вопрос. За то, что я обижал своих одноклассников в школе. Ну, знаешь, как в школе, ты же, если ты, пошел на бокс, тебе же не обязательно что-то уметь. То есть ты как бы пошел один день на бокс, ходил, и ты уже стал сразу самым сильным в классе. Нет, ну это же правда. Я, естественно, этим сразу воспользовался. Братву прибил сразу всю. Чисто на авторитете. Я еще не пошел на бокс, но уже как бы такой анонс был произведен, что я туда скоро пойду. Один мой там на районе парень, мы с ним раньше, когда подраться, определить, кто сильнее. Называлось выступим. Выступим, это вообще сильно. Знаешь, это артисты собрались. Вот мы решили выступить. Я говорю, давай завтра, потому что я как раз завтра на бокс хожу. Он говорит, куда, ты уже подготовленный будешь, уже все. Преимущество нечестно, давай сегодня. Короче, самый сильный был тот, кто самый сильно рассказывает. Это Дима Митрофанов. Это просто убийца, с ним невозможно стоять. Ты стоишь с парнем, который меньше тебя на 10 килограмм, и это просто как-то удар по самолюбию. Он просто бьет много. Очень много и без остановки. Я отказался, потому что я говорю, что зачем это мне нужно. Не, это же как у павлинов всяких. Надо же самку впечатлить, что ты красивый. Там хвост распустил. Заодно согреваться тоже можно, да. Донателло Версачи, он придумал носки модные. По $200 носок. Донателло — это еще и такая ниндзя-черепашка. У него, по-моему, палка. Какой-то кто он был там? Архитектор? Не архитектор. Наверное, он рисовал. Он что-то делал давно. Потом он превратился в ниндзя-черепашку в следующей жизни. И начал делать модные носки и футболки. Это был скоростной режим. Превысил на 110. Перед Полтавой. Никому не рассказывайте. Нет. Блин, интересно было бы с ними побиться. Просто только не на просторах интернета. Это ж какой-то там боснийский, какой-то там словенец. Он американец, но у него там фамилия какой-то там. Блин, как жалко, что Вайлдера останавливали. Я хотел посмотреть на драму, на биг драма шоу. Не, он даже не накидал, если бы он ему хоть раз кинул, я думаю, что канал на YouTube закрылся бы у него сразу. Блин, это, наверное, нет, придется много врать. А я не люблю делать то, что я не умею делать. Как кто-то из комиков сказал, я делаю регулярно две вещи, сплю с Анджелиной Джоли и вру. Так это не про меня. Просто мне пока никто не делал предложение, от которого я не смог бы отказаться. Альварес нашел, Альварес не продышал, конечно, Альварес молодец. Он мясо ест очень вкусное. Для тех, кто не в теме, Альвареса поймали на допинге, а в оправдании он сказал, что сожрал мясо, в которое на рынке вкололи запрещенный препарат. Он же тем более его покупает на базаре, там дешевле. Так, конечно, моментами делал Гену школьником, а в некоторых просто сдавался и давал Гене себя избивать. В целом, я думаю, Головкин выиграл. Тут, мне кажется, вопрос, насколько у Гены еще пороха осталось. У человека уже все в порядке, он там уже в Казахстане большой человек. Наверное, ему сегодня сложно искать мотивацию. То есть, если Головкин по-прежнему будет таким, как мы его привыкли видеть, монстром, то будет очень интересный бой. А сейчас Альварес уже он прочувствовал на себе, что можно это делать. Мясо наелся. В Харькове есть зеркальная струя. В Харькове есть конфеты слобожанская ластівка. И есть харьковский бисквит у нас.
Вот нет в Лос-Анджелесе его. Я его, правда, и в Харькове не ем, но он у нас есть. Кто сильнее курит, наверное, тот и сильнее. Наверное, так. Я не знаю, кто создал этих персонажей и в каких состояниях. У Бэтмена есть машина. Человек-паук на машину еще не заработал. На самом деле, Человек-паук, ему же тоже нужно там картриджи перезаряжать, походу. Ну, из рук-то ничего не вылетает. Ну, тоже как-то слабенько. Я думал, он там генерирует что-то, а то так чисто. Ну, у него там фейк. И так вот, представь, летишь по Нью-Йорку, там, и закончились патроны. И что дальше? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, какие-то вот такие, когда мальчики, но они такие ванильные, и там что-то поется такое, там, для девочек такое, все такое мягенькое, тоненькое, какое-то такое розовенькое, вот такое мне не нравится. Я музыкальный бомж. Музыку слушаю любую. И шансон, и рок, и попса. Короче, от Тупака до Слипкнота. Вроде бы, глядя на первый взгляд на этот бой, Уайлдеру, по сути, с Джошуа там в ринге делать нечего. По логике Джошуа должен его проходить как индейца. Но когда тебя человек бьет очень больно, то начинается аж вот это, как бы. И ну, когда тебе реально больно, то техника может пропасть немножко. Поэтому так вроде бы поставил бы на Джошуа, но что там может произойти, если это свою какую-то корягу как засадит. Но он реально боксирует, такой стук стоит, что в ринге. Ну, и не хотел бы я такое пропустить. Ну, К2, Main Events, Fight Promotion. И я ездил там еще с русскими тоже разговаривал, там Урал Бокс Promotion. Топ-ранг оказалось интереснее. В моем случае я сказал, ну предложите. Но они предложили, я сказал, ну давайте вот здесь добавьте вот это, здесь добавьте то. Все, здесь поменяйте. Остальные это было все на фоне того, что давай, мы очень хотим, нам очень интересно, ох, как бы мы хотели, ну и все такое. Вот. Психолог с нами работает, и мы там всякие кубики-рубики там разгадываем, циферки нажимаем. Буквы там тебе дают карточки, там 2 буквы на каждой карточке. И вот составляешь, быстро на время составлять слова, чтобы там эти буквы были там либо просто в этом слове, либо там какие-то есть определенные условия. Это первое, это последнее там. И вот сидишь и тупишь после тренировки. Получался 12 раундов в голову, потом буковки соединяешь. Ну, например, слепые идут по лесу и грибы собирают. На ощупь. Корзинка на руке висит. Идет, щупает. Нащупал, пробует на вкус. Но на вкус знает все грибы. Раз там белый гриб, положил в корзинку. Идет дальше, щупает. Раз там нащупал, поганка, выкинул. Раз идет дальше, нащупал, раз, фу, гомно. Хорошо, что не вступил. Все очень просто. Есть такая дисциплина, называется БДСМ. То есть это засовывается в рот, а вот этим шлепаешь. Одеваешь на голову. Блин, мячик такой твердый, сейчас цена ошибки велика. Ну, тот, что у меня самодельный. Теннисный мячик, резинка с-под трусов, кепка и все. Оп. Чтобы выиграть это приспособление, вам нужно правильно ответить на мой вопрос. Когда я в первый раз выиграл студенческий чемпионат Украины по боксу? В каком году? Пишите правильные ответы в комментариях и подписывайтесь на канал. Это Александр Гвоздик, от души в душу. Парни, а вы уже знаете, почему Дэн Беринчик уволил тренера? Или почему Серега Ковалев не хочет боксировать с Гвоздиком? Если нет, тогда вам точно на канал Lucky Punch. Здесь реально дофига инсайдов. Мы говно не посоветуем. Ссылочка в описании. От души в душу.